Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо огромное за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши комментарии, прикольные, печальные, веселые, поучительные. Спасибо вам. Благодарю также за лайки, за подписки. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Что меня ждет? Сегодня рассмотрим, что вас ждет. Положительные события, которые вас ждут в ближайшее время, которые могут произойти, негативные события, которые могут случиться. И посмотрим совет карт, как вы можете повлиять на позитивные и негативные события, которые могут произойти. Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Если во время сигнификации, понимаете, похоже на вашу соседку Клаву, то можете отослать ей это видео, этот расклад. Пусть и Катя соседка или Клава соседка знают, какие у них могут случиться позитивные или негативные события в жизни. Предупрежден, значит вооружен. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Ух ты! Темпераментная, страстная, фантазерка. Карта феечка, она такая, знаете, мне всегда это отыгрывается, когда женщина привыкла отчасти витать где-то в небесах. Может быть, фэнтези увлекаетесь, сказок много в детстве читали, ладно, это я так шучу. Так, мне какое-то вот видение мира, может быть, знаете, иллюзорное. В том числе тут карта изображена женщина с мужчиной, да, в порыве страсти. Может быть, даже, кто-то романтичная натура такая, да, или начитались вот этих вот каких-то, в свое время, не знаю, любовных историй. Почему-то какое-то слегка как иллюзорное, чуть-чуть искаженное видение взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Может, оторвано как от реальности, от действительности, или у вас запрос, знаете, на какие-то такие отношения, вот, а в реальной жизни вы не видите то ли таких мужчин, которых бы вы хотели видеть с собой во взаимоотношениях, да, то ли какие-то проявления со стороны мужчин, да, вот вы хотели бы, чтобы он так себя проявлял, и для вас это норма, а в вашем окружении там вы не замечаете за мужчинами таких каких-то, да, уж не знаю, поступков, какой-то такой манеры поведения, вот тут моделей поведения, вот такого вот как будто бы чего-то тут несоответствие какое-то. Из-за этого вполне возможно карта как в ограничение, как в клетке какой-то. Может быть, даже клетка это собственные какие-то стереотипы, может клетка это какие-то родовые программы. Тут то же самое может проигрываться. А вообще на вас карты интересно ложатся. Карта сердца, открытое сердце, желание любить, умение любить, быть любящей, заботливой. Вот это вот все у вас есть. По карте звезда очень часто на вашу уже сигнификацию. Девочки, которые часто смотрят мои расклады, падает звезда. Звезда. Самая первая характеристика – это мне всегда интеллект. Интеллект выше среднего, наличие талантов. Опять-таки ведомый какой-то, у кого-то это прям миссия, призвание. Внешность привлекательная. По звезде нюанс один, рамочки, границы. Можете первое впечатление о себе создавать такое, да, может вы этого и не хотите, но некоторые смотрят на вас и думают, ага, да, у него такое самомнение, корона на голове, цену себе знает или цену себе не сложит. Но я думаю, при дальнейшем общении с вами у некоторых, кстати, оно может, как вам сказать, усугубляться даже. Почему? Потому что тут вот эта вот карта феечка, это опять-таки как будто чуть-чуть не от мира сего. Тут без негатива, тут правда так, вот как будто, вот инаковость какая-то ваша. Где-то, может быть, вы понимаете сами, там, где вы находитесь, какое-то окружение, оно не то, что там все вас недостойны, вы себя чувствуете как белой вороной. И тут даже нет там понятия плохие, хорошие. И, в принципе, я же говорю, какая-то разность. Вот эта карта, кстати, говорит о том, что где-то вы ищете себе похожих. Карта зеркала, тут вот, как видите, как близнецы, вот вы вглядываетесь в кого-то, как ищете, может, свою вторую половинку.
Тут в прямом смысле хотели бы партнера найти в плане личной жизни, да, в любовных каких-то историй. Но я тут также считываю это как окружение, может быть, подруг, хотя бы единомышленников, хотя бы какое-то окружение, которое бы вот не было бы вот этого такого, знаете, ощущения, вот я одиночка, почему я с ними как на разном языке разговариваю. У меня так от этого расклада, вот от этой сигнификации, такое вот ощущение, как будто бы вы говорите, ну, как я, как инопланетянка, где-то, ну, они настолько отличаются, их какие-то, может быть, приоритеты в жизни, ценности их, да, окружение этого. Или как минимум, вам не очень интересно с ними. Разные какие-то увлечения, видение этого мира, вот что-то тут такое. Так, если ваши смотрим. Так, мои хорошие, кто еще не подписался на канал, пожалуйста, подпишитесь. И не стесняйтесь, товарищи, поставьте лайки. Спасибо. Так, что меня ждет? Итак, начинаем. Ага, сразу карты посыпались. Положительные события, которые вас ждут в ближайшее время. Положительные события. Негативные события, которые могут случиться в ближайшее время. И совет карт. Как вы можете повлиять на позитивные и негативные события, которые могут случиться в вашей жизни. Угу. Что ждет? Положительные события, которые ждут в ближайшее время. Негатив. Негативные события, которые могут случиться в вашей жизни. И совет карт. Как на это повлиять все. На позитивные и негативные события, которые могут произойти. Так, что ждет? Положительные события, которые в ближайшее время могут случиться. Негативные события, которые могут случиться. И совет карт. Как на это повлиять? Все. На позитив, на негатив, который может случиться в вашей жизни. Итак, начинаем. Итак, положительные события, которые вас ждут в ближайшее время. Ух ты, какая прелесть. Карта друзей, какого-то дружеского не знаю, как это сказать, встреч, радостных встреч. Тут прям родство душ. Причем очень похоже, с кем-то пообщаетесь, с тем, с кем были на расстоянии, может быть, длительное время не виделись, не встречались. Но вообще карта, вот тут то самое, чего вам не хватало. Где-то вот действительно, может быть, встретите, там, не знаю, какую-то свою школьную подругу или там институтскую, уж не знаю, может, с кем на расстоянии, да, может, за 7 океанами были. Тут встретитесь, пообщаетесь. Вот прям как в старые добрые времена. Классно. Так, сейчас. Что положительные события, которые вас ждут? Интересно, тут же с таким положительным подтекстом, да, такой аспект, как будто бы это вам во благо будет. Вот странные карты. Так, карта свобода. Так, вот если подряд все это прочесть, знаете, у вас тут может какое-то событие быть. Если его само по себе рассматривать, то тут может быть с кем-то даже ссора была. Тут рассорка, может быть, даже это в прошлом. Вас могли рассорить с каким-то человеком. То есть третьи лица могли приложить усилия для того, чтобы вас, у кого-то тут с мужчиной рассорить, у кого-то там, ну, может быть, рабочие взаимоотношения с кем-либо, может, с подругой, родственники. Тут не в этом суть. Карта злоба. У вас могли быть какие-то очень нехорошие эмоции. Или у вас, или у вашего оппонента, да, назовем это так. При этом вы потом, впоследствии, вот вы поссорились, да, вы впоследствии могли осознать, что вами тупо пытались как манипулировать, карта марионетка, за ниточки дергать, или пытались навязать вам какую-то игру. Так вот, у вас сейчас положительное событие, которое вас ждут в ближайшее время. Вот вы как будто бы на эту ситуацию посмотрите по-другому, или же эта ситуация станет для вас какой-то отправной точкой, да. Для чего? Для того, чтобы
может быть, свою судьбу как-то, не знаю, то ли выстраивать, то ли, опираясь даже на вот эти вот какие-то негативные события, вы сейчас будете принимать какие-то для себя очень важные решения, поступки совершать, и будете чувствовать себя карта свобода. Может быть, наконец-то отпустит зависимость от кого-либо. Если тут были проблемы, карта рассорка, вы переживали, да, допустим, то тут вот как-то, может быть, вас попустит. И карта сила, знаете, тут как будто вам противостояли очень сильные люди, сила. И у вас эта сила есть, но тут сила, агрессор и освобождение от манипуляций. Каким бы противник ваш не был, там хитрым, ну, насколько бы он не владел этими манипулятивными техниками, показывают вот положительное, то, что вы от этого сейчас освобождаетесь. Может быть, вы даже со стороны будете за этим всем наблюдать, как в отношении вас там будут ли пытаться проворачивать какие-то там, уже не знаю, многоходовочки. Но мне такое ощущение, как будто вы смотрите на это со стороны и прям чуть ли не улыбаетесь и говорите, а меня это все уже вообще не волнует. Я вижу все, что ты делаешь, но меня это не касается. Тут даже вполне возможно человек, который будет пытаться против вас вот что-то такое проделывать в вашу сторону, он даже будет психовать, потому что он не увидит какой-то реакции, ту, на которую он то ли рассчитывает, то ли он не увидит с вашей стороны каких-то, знаете, действий, на которые, правда, он там прикладывает усилия, чтобы вы там как-то себя проявили, повели по одному, а вы даете абсолютно какую-то нетипичную реакцию или вообще никакой реакции не даете. Это может его выбесить. Ну, а для вас, соответственно, это какая-то свобода, ментальная свобода. И тут вы себя показываете со стороны силы, но такая сила, мудрая сила. И освобождение. Тут карта розы, да, которая сверху была хрустальным куполом, как окружена. А сейчас этот хрустальный купол из этих ограничений, он как будто разбивается. А где-то даже это может быть ваше в прошлом, знаете, какое-то желание быть хорошей девочкой, боясь сказать нет, боясь где-то кому-то противостоять, да, где-то, может быть, в ущерб себе жертвили, приносили себя в жертву, да, в угоду кому-то, боялись, ну, лишний раз, да, человеку принести боль, лишний раз как будто бы сказать, я повторюсь еще раз, там, нет, меня там что-то не устраивает, где-то боялись отстоять свои какие-то рамки, границы, обозначить их, то сейчас вот это вот как будто бы хрустальный этот купол из ограничений разбивается вдребезги, и тут карта эта роза, она раскрывается, ну и тут свобода, то есть мне так идет положительные события, которые ждут вас в ближайшее время. Это встреча с какими-то близкими, родными людьми, может быть, друзья. То, скорее всего, как я говорю, люди, с которыми вам действительно можно вообще в открытую, по душам пообщаться, почувствовать себя вот таким ребенком. Вот в полной мере, как родственную душу какую-то встретите, кайфанете, будет тут смех. Тут как дети, видите, встречаются, и такие эмоции, они же как детские, чистые какие-то. И наравне с этим идет, параллельно идет ощущение того, что вы освобождаетесь, тут карта свобода, и тут от ограничений каких-то, ограничений, которые вам сознательно кто-то навязывал. Марионетка пытался вами манипулировать, пытался тут на вас воздействовать, может быть, карта рассорка пытался вас как-то с кем-то рассорить, вам кого-то, знаете, как стравливал с вами кого-то, тут то же самое. Негатив, вот как будто бы тут был негатив, вот эта злоба, может, вы заслуженно могли злиться даже на кого-то, если это все высчитывали. А сейчас вот эта свобода мне проигрывается, от этого всего свободно. Как будто бы, я говорю, как со стороны на это все смотрите, может, даже улыбаетесь и думаете, боже мой, какой детский сад, вот такое что-то. Так... Что еще положительное событие? Если читать вот эту карту, может быть, приближение к какой-то своей мечте, к цели. Вот как будто бы становитесь чуть-чуть ближе к реализации, может быть, этой мечты. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, давайте дальше. Негативные события, которые могут случиться у вас. Так, негативно, интересно. А тут карты такие.
Мгм. Странно. Тут негативные события, которые могут случиться, это... фу-фу-фу. Так, это что значит? Смотрите, в вашем окружении показаны какие-то люди, которые вполне возможно, тут иерофанты, защита высших сил себя транслируют, позиционируют, и вы их так отчасти воспринимаете. Это какие-то как наставники, может быть, учителя, люди, которые рядом с вами находятся, и как будто бы они несут вам, ну, что-то прекрасное. Я имею в виду, ну, как будто бы с позитивом, или сами по себе какие-то такие нравственность, тут мораль, вот такие, как будто бы они делают акцент на то, что мы же несем прекрасное что-то, мы заботимся о тебе с наилучшими как будто бы пожеланиями, даже если в отношении вас какие-то там, ну, какое-то, не знаю, как-то движение в отношении вас, то это все равно с таким подтекстом, что это во благо даже тебе там что-то. Но на самом деле вот это же негативные события. И тут показано, что эти люди как с двойным дном, как будто бы это лицемерие какое-то с их стороны. Аккуратно. То есть то, что они транслируют там заботу о тебе, или то, что они там в первую очередь там твои преследуют какие-то цели. На самом деле нет, у людей кинжал за спиной. На самом деле они свои цели преследуют, а это просто как маска, личина. Опять-таки негативные события. Так вот, вот с этими людьми как будто бы может быть какая-то, даже не знаю, не могу объяснить, тут какая-то история такая. Так, их еще по карте ведьма и карта бесплодия тут, ну, просто подсказочка, что на самом деле тут искажение. На самом деле люди намного продуманнее, чем вы думаете. Опять-таки, тут может случиться событие. Вот с этими людьми вас может столкнуть судьба. При этом магнетизм. Это ваш... Это их магнетизм какой-то. Нет. О чем это вообще? Это вы... Вас как будто могут научить таким каким-то странным способом мудрости. Тут какая-то ситуация очень странная. Тут карта приказ и карта коса. То ли у вас будет выбор. То есть эти люди могут вам предложить то ли какие-то форматы во взаимоотношениях, в общении, да, допустим. Если это рабочие отношения, то тут вплоть до того, что мне так идет, как будто у вас будет выбор. То ли вы можете у них на поводу пойти, и как будто бы бездумно доверяясь им, вот они какой-то образ создали, да, может быть, даже это ваш начальник на работе или начальница. Тут говорят, как-то нужно так себя повести, как будто бы вроде и приказ это вы толком как не то, что не можете нарушить, и он может быть, этот приказ, как-то так завуалирован, даже не знаю. Тут как не развилка какая-то, вилочка такая. Вроде бы и в открытую не стоит этим людям противостоять, так как они слишком хитрые, продуманные. Но тут вы можете вот свой какой-то магнетизм, свою даже где-то женскую хитрость, используя для того, чтобы в прямом смысле и волки остались этими, как это, накормленными, овцы целые, да, вот тут что-то такое. Тут карта приказа и коса, как будто бы они могут там в прямом смысле там что-то вам сказать, нужно сделать то-то и то-то. Если это начальник, то это в прямом смысле, как вы обязаны типа подчиниться, да, но вы можете, допустим, то, что они озвучили, то ли сами сделать, то ли кому-то другому делегировать, или же сделать это номинально, типа, ну, типа, на самом деле это будет, да, выполнено, но это будет выполнено не совсем так, как, допустим, вам, как они это видят. Ну, не знаю, девочки, мне так как-то идет. И показано, что это ваш какой-то урок, карма и сова, это какая-то мудрость ваша. И у вас на самом деле есть возможность избежать тут какой-то неприятности. Вот так прямо оно. Тут
то ли какая-то подстава с их стороны, то ли люди не хотят руки марать сами, а пытаются вам что-то навязать, то ли они вас подталкивают к какому-то действию, которое по большому счету может вам и не нужно. Ну вот тут что-то такое. Элементарно даже, может быть, даже объем какой-то работы они вам предложат, вроде бы, и тут такой подтекст может быть по иерофанту и забота высших сил, как будто бы, ну, может быть, даже какая-то должность вы от других людей, если бы это все принять, если без вот этой карты, то можно подумать, классно, все, перспективная какая-то работа. А по факту, получается, там не все так чисто. Или же информацию какую-то, в принципе, просто могут исказить, да? Вот тут как-то почему-то так. И даже до конца я не понимаю, в чем дело. Но мне показано, что вы можете, используя свой вот этот какой-то, вот я же повторюсь, хитрость, мудрость, вы можете обойти эту как ловушку отчасти. Этот приказ вроде бы как и выполнила, но выполнила по-своему. То есть нельзя сказать, что вы там кому-то противостоите в открытую, да, и нельзя сказать, что вы там отказались выполнять какие-то то ли требования, то ли пожелания. Но вы пошли навстречу, но при этом вы сделали так, как вам это выгодно, удобно. Вот почему-то мне так вот подсказочка такая идет. Подпишись на канал и поставь лайк. Опять-таки, тут вот треугольник, это я не хочу в прямом смысле это как любовный треугольник считывать. И тут карта затмения и привидения. Если подряд все так вот это все связать, негативные события, которые могут случиться, вам даже как предупреждают, что нужно избегать, знаете, как вам сказать, избегать каких-то ситуаций, где вы можете быть втянуты вас в противостояние даже с какими-то третьими лицами. То есть вот эти вот типа а-ля люди, которые друзья, типа, да, повторюсь еще раз, которые к вам с наилучшими пожеланиями, чуть ли не с заботой о вас, это может быть там, будут вам советовать там или предлагать там, не знаю, курсы какие-то повышения квалификации, там, или еще познакомить вас с кем-то. Или вообще какие-то, не знаю, такие странные какие-то предложения могут быть, то аккуратно, потому что говорят, что вас могут вовлечь в какие-то треугольники. Треугольники — это в смысле вы можете стать заложником какой-то ситуации, где вы сами того не осознавая, будете там должны еще каким-то этим людям, другим людям, хотя вам оно и нафиг и не нужно изначально, какая-то ситуация будет. Ну и тут как череда каких-то событий, это может повлечь за собой. То есть мне так идет, если будут какие-то предложения, то лучше вежливо как-то отказаться, не отказаться. Если есть возможность сказать, мне нужно обдумать. Ну, точно не говорить, да, давай, сейчас сразу прям, да, особенно если какие-то, знаете, вот эти горящие путевки, горящие какие-то возможности. Вот, да, давай, соглашайся, там, допустим, какой-то курс набирают, там, опять-таки, уже не знаю, обучение чему-то, и вот тут кто-то такой вот заботливый приходит и говорит, да ты что, это такая возможность, давай, только нужно сейчас в течение часа это все решить. Я бы очень внимательно изучила это вопрос, да, и изгоряча бы шашкой не махала, не говорила, да, 100%. Потому что, говорят, что это может повлечь за собой карта затмения, ну, говорю, как снежный ком, вот так вот оно может все, вы можете в это повлечься, и по факту потом, если разобраться, оно вам нафиг не надо. Это потом почему-то это их, они в этом заинтересованы. Как будто бы третьи лица какие-то заинтересованы, а вы всего лишь как какой-то ресурс, как вообще что-то такое, вот как винтик какой-то в этой системе можете быть. Карта привидения, и потом еще длительное время вы не сможете от какой-то этой ситуации, которую вы сами себе, по большому счету, на пятую точку привлечете, не сможете из этого выкарабкаться. Ну, другими словами, да, читайте все то, что мелким шрифтом во всех договорах, да, прописано. Ну и говорят, опять, третий раз повторю, что вы сможете этому противостоять, если включите, там, не знаю, уж хитрость какую-то, изворотливость, мудрость как минимум. Так, совет карт, как вы можете повлиять на позитивные и негативные события, которые могут произойти.
Мгм. Вот эти вот карты говорят о том, что из каких-то ограничений, рамки границы вы можете перейти на новый уровень. То есть вы тут в первой этой стопочке карт было, да, там, где вы свобода у вас от каких-то, опять-таки, ограничений, от форматов каких-то, ограничивающих вашу не знаю, свободу. Переход на новый уровень происходит. Вам нужно, тут карта такая своеобразная, как будто бы внимательней, да, может быть, присмотреться к возможностям. Опять-таки, мы в повседневной жизни как будто бы не замечаем многих возможностей, шансов, которые нам предоставляются. А тут вот говорят, присмотрись, и у тебя получится переход на новый уровень. Опять-таки, совет карт. Борись, может быть, борьба. Вышла карта, борись с теми обстоятельствами, в которые ты попала. Не плыви по течению. Рука помощи. Вполне возможно, помощь. Смотрите, а тут дальше идет так странно, вот если подряд прочесть, вот так вот. С одной стороны, борись, а с другой стороны, если рука помощи придет от какого-то, ну, скажем так, император, тут карта такая, она не обязательно это мужчина, это, в принципе, кто-то облечен властью, наделен властью, человек, который вроде бы знает, чего он хочет, да, такой вот, ну, уважаемый. Вам говорят, если он типа руку помощи протянет, а тут почему-то вам стоит как минимум задуматься по отшельнику, это где-то взять, ну, не знаю, тайм-аут, да, где-то обдумать все. Отшельник — это мудрость, это ответы на вопросы человек ищет, а они уже есть внутри него самого. То есть вам говорят, прислушайся к самому себе, ответы внутри есть, ты должна сама для себя понять, нужно ли принимать эту руку помощи, нужно ли тебе вообще свою жизнь, может быть, в этом плане менять, вот что-то там он предложит, а тебе нужно хорошо подумать, потому что, ну, как бы первая реакция, да, человека, вот тебе протягивает руку, это, ну, да, спасибо, взять эту помощь, а тут как будто вам говорят, а ты подумай, нужно ли это, может быть, это всего лишь карта вольт, это желание этого человека тобой манипулировать, сделать тебя своим должником. Ты вроде бы и не в таком, может быть, плачевном состоянии, тебе и не нужна эта помощь, а тебе ее навяжут. Вот тут тоже такой нюанс, потому что вольт это отчасти, это магическая колода тут, и это карта сродни куклу Вуда, да, куклу Вуда, это как эти, кто это, Вуду это делают фигурку, да, и в племенах, и пытается навязать волю, подавить волю человека, сломить волю. Вот тут что-то такое, как будто бы эта помощь потом может быть чревата. Она вам и нафиг и не нужна, эта помощь, а вы будете потом себя чувствовать обязанной и все в этом роде. Так, и карта аисты. Как можете повлиять? Сейчас буду докладывать. Тут больше как будто бы, может быть, больше внимания уделяете дом, семья, вот сюда. Сейчас, о чем это аисты? Семья, рыбки. Что это? Как вы можете повлиять? Ну, как я это вижу, больше, конечно, заботы, внимания уделять, правда, домашним, семье. Почему? Потому что как будто бы вас могут, в любом случае, тут какие-то сплетни по поводу карта Лилия, это рост развития. Тут как будто бы вы можете, у вас какой-то период такой быть, где вы не очень себя уютно будете чувствовать в плане, может быть, реализация, работа, общение с каким-то окружением вашим, да, и говорят, для вас вот семья это будет как защитная какая-то уютная гавань. Вот и поэтому логично, что туда нужно больше сил и энергии направить для того, чтобы там в свое время тоже ощущать себя какой-то защищенной. Так, Орликин и развилка.
чем это? Маска. Карта. Тут еще такое, знаете, как будто бы в семье у вас люди, которых вы более-менее знаете. Знаете, на что вам рассчитывать, как бы там ни было. Ну, это близкие, родные люди. А окружение, вот то, с которым вы можете сейчас столкнуться, аккуратненько вам говорят, не стоит быть с этими людьми слишком открытыми, потому что большинство из них носит маску, преследуют свои какие-то цели. И если тут у вас какая-то будет ситуация такая, то есть у вас на чаше весов где-то будет время уделить, потратить то ли близким, родным в семье, да, тот случай, когда, может быть, после работы там кто-то там, не знаю, начальник какой-то говорит, так, желательно остаться там, еще доработать, еще что-нибудь выполнить на 200%, да, план какой-то. Или же вы понимаете, что вы там давно не видели своих близких, и там детки нуждаются и в заботе вашей, и вы там, они уже забыли, как вы выглядите, то вам говорят, вплоть до того, что развилка, у вас есть выбор, то как-то, не знаю, не обязательно резко, тут даже по карте Арлекин как-то может быть нестандартно, может придумайте что-то такое, что, может быть, в ступор поставит этого начальника и ну, не даст возможности ему как-то даже агрессировать. Ну, как-то, в общем, избегайте конфликтной ситуации, но выбирайте семью и близких, родных. Почему? Потому что вам говорят, если вы выберете вот это ваше окружение, которая а-ля дает вам какие-то шансы и может вам какую-то руку помощи протягивать, то вы потом столкнетесь с тем, что люди в масках и преследуют свои какие-то цели, а вы всего лишь как расходный материал какой-то. И потом карта крест, вы будете оплакивать какие-то упущенные шансы, возможности с семьей, может быть, даже время, которое вы могли там, не знаю, девочки, в парке прогуляться, пообщаться со своим, правда, ребенком, там, почитать книгу, а вы будете тратить это время на каких-то людей, для которых, повторюсь, вы как топливо, как ресурс, как ступенька просто к их там благосостоянию, ступенька, не знаю, к их какой-то там реализации. Вы всего лишь как, ну, правда, как ресурс какой-то. Все, мои хорошие, спасибо огромное за то, что вы были со мной. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч!